Hi there! Меня зовут Виктор Михайлович Кузнецов, и это, вполне возможно, последнее мое видео. В этом видео я хотел бы еще раз открыто и публично высказать свою позицию про действия российских властей, войну в Украине, а также выразить недоумение по поводу действий международного сообщества в отношении как россиян, так и украинцев. 24 февраля 2022 года началось открытое вторжение российской армии в Украину. Указанное событие я резко осудил, поскольку в силу положений статьи 353 Уголовного кодекса Российской Федерации развязывание агрессивной войны является преступлением против мира и безопасности человечества. Согласно резолюции 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, от 14 декабря 1974 года агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. Поэтому война с точки зрения международного права признается агрессивной, если она выразилась в применении государством вооруженной силы против другого государства или народа. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ЕС 11/1 «Агрессия против Украины» от 2 марта 2022 года вторжение признано агрессией. Власти России были призваны к выведению войск с территории Украины. Осознавая преступность своих деяний, российские власти решили криминализировать любое выражение антивоенной позиции, приняв ряд противоправных и неконституционных законов. 18 марта 2022 года, применив обратную силу закона к деяниям, совершенным до указанной даты. С указанной даты любое несогласие с официальной позицией властей карается уголовно, административно или социально. Социальная дискредитация применяется для всех противников войны, доказательств вины которых органам предварительного расследования получить не удается. Количество громких уголовных процессов в настоящее время превышает 600. Но это только те процессы, на которые мы по тем или иным причинам обращаем внимание. Латентным преследованиям подвергаются абсолютно все открытые противники войны. По совершенно неясным причинам их называют предателями, принуждают увольняться с работы, иным образом дискредитируют. Количество людей, преследуемых за антивоенную позицию, идет на миллионы, поэтому оставшаяся часть населения России предпочитает молчать о своей антивоенной позиции. Однако российской власти недостаточно просто молчаливого согласия россиян. Российская власть требует от россиян поддержки и не только на словах, но и на деле. К ним относится и объявленная мобилизация, и принудительная вербовка осужденных на фронт. Единственно возможным способом сохранить свою жизнь и жизнь своих близких, открыто выражать свое политическое мнение, не боясь гонений и дискриминации, является выезд за пределы Российской Федерации. Но при том, что не каждый россиянин из-за поголовной нищеты может это сделать, уехавший россиянин сталкивается с целым букетом проблем, оскорблений и злопыхательства со стороны апологетов войны. Неприятие со стороны украинцев, их можно и даже нужно понять, страдания украинского народа несопоставимы с проблемами уехавших россиян, бытовыми сложностями в других странах, до открытых притеснений со стороны правительств стран, куда российский беженец выехал. Вы все знаете, что я веду YouTube-канал и пытаюсь получить политическое убежище в США. Но новости, которые поступают от соискателей убежища, вызывают у меня недоумение. В настоящее время сообщают о запрете на въезд в Мексику в аэропорту Монтеррея 27 семьям из России, летящим через Кубу. Каждую из этих семей направили обратно в Гавану. Напомню, что кубинские власти охотно выдают российским властям любого по их запросу. Максим Марцинкевич, убитый в СИЗО с инсценировкой самоубийства, и дал бы мне соврать. Также со 2 сентября поступают новости о том, что семейных россиян разъединяют. Мужчину из семьи направляют в детеншн. При этом должностными лицами CBP констатируется, что эти мужчины из этих семей являются одиночками. Интересная получается картина. Жену на улицу, а мужа в тюрьму. Очень гуманно, не находите? Причем касается это только россиян. Граждане Беларуси, других стран СНГ и латиноамериканцы по такому принципу одиночками не являются. Ужесточилась и визовая политика стран Европейского Союза.
При этом семибанкир господин Фридман довольно спокойно разгуливает по улицам Лондона, жалуясь на то, что ему недостаточно денег на водителя и домработницу, а также на назойливых украинских журналистов. Но вот в Россию его вернуть никто не старается. Так же, как и не стараются вернуть в Россию создателя и владельца Яндекса, господина Воложа. Того, кто знает все и это все сообщает российским спецслужбам. А семьи российских чиновников и прочих разжигателей войны прекрасно себя чувствуют во всем мире. Зато обычного россиянина международное сообщество всячески пытаются вернуть на родину. Наверное, чтобы российскому правительству проще было бы найти достаточное количество пушечного мяса. Таким поведением международное сообщество доказывает россиянам основной тезис российской пропаганды. Ваша жизнь ничего не стоит, жизнь украинца ничего не стоит, а общепризнанные ценности не для нас. Это видео с субтитрами на испанском и английском языке. Поэтому я обращаюсь не только в качестве выражения своей позиции по этому вопросу, но и в качестве обращения к правительствам США, Мексики и международному сообществу. Я прошу и умоляю предоставить возможность и не препятствовать россиянам в их попытке уехать из страны. Противное склонит пассионарное большинство к сотрудничеству с кровавым российским правительством. Всех прошу распространять это видео. Апологетам войны это нужно для того, чтобы побольше товарищей майоров возбудилось. А нормальным людям это нужно для того, чтобы помочь людям не стать активными соучастниками военного преступления российского правительства против мира и безопасности. Российским же геронтократам я желаю здоровья для того, чтобы дожить до справедливого суда и возмещения причиненного вреда украинцам и россиянам. Особенно надеюсь, что этот суд будет российским. Почему это видео может стать для меня последним? 11 сентября 2023 года я намерен пересечь границу США и вхожу в число семейных людей, которых необоснованно считают одиночками. То есть меня могут и, скорее всего, отправят в тюрьму и, возможно, депортируют в Россию. Что я при этом чувствую? Страх, возмущение и непонимание. Страх за жизнь ребенка и супруги в чужой стране. Страх за собственную жизнь и судьбу в России. Возмущение несправедливым отношением к простым россиянам и вольным толкованием понятия «одиночка». Непонимание того, как это может происходить. Единственная возможность российского общества минимизировать размер ответственности за причиненный ущерб Украине, немедленно прекратить боевые действия. Люди не должны гибнуть из-за преступлений престарелых конкистократов. True Russians against war. Glory to Ukraine. Freedom for Russia. Живе Беларусь. Берегите себя. Take care.